Добрый день! Сегодня мы рассмотрим алгоритм пошагового создания шаблона с использованием фигуры в стиле поп-арт. В основу ляжет тип шаблона фигура с ориентацией вертикаль. На эту основу будут последовательно помещены графические слои с блендингами. В завершении композиции в шаблон будут добавлены области вписывания типа рамка, которые будут расположены, как правило, по краям основной фигуры и будут обрезаться по ее контуру. Итак, создадим шаблон типа фигура с ориентацией вертикаль. Конечно, для реальных условий потребуются и другие ориентации. В PSD-документе удалим ненужные области вписывания FSQ и SQ. В дальнейшем, конечно, нам понадобится не одна область вписывания типа рамка SQ, но сейчас оставим в шаблоне только то, что необходимо в данный момент. Отресайзим PSD-документ и отдельно смарт-объект области вписывания для того, чтобы задать необходимые пропорции для вертикали. Это 3:4. В смарт-объект с областью вписывания типа фигура с кадрированием FSQR добавим юзер-фото и маскируем его по фигуре для примерки. Юзер-фото выбрано не случайно. Контрастная фотография поможет локализовать и исправить некоторые недостатки шаблона еще во время работы с PSD-документом. Обесцветим фигуру для того, чтобы набросок в PSD-документе еще больше соответствовал нашим целям. Закроем смарт-объект, предварительно его сохранив. В основном документе позиционируем и масштабируем смарт-объект. Зальем на время слой фона подложки, который можно удалить, контрастным цветом. Это нужно для того, чтобы сверху разместить графический слой с линиями, образующими ячейки. Теперь в конструкторе шаблонов добавим еще 3 графических слоя, чтобы в сумме их получилось 5. Все они пригодятся нам для размещения в них необходимой графики. Отлично. Переименуем помещенные графические слои сверху вниз в следующем порядке. Поп-арт. Здесь будет находиться графика с телефонными будками, дорожными знаками и всем остальным. Далее идет светлый слой. Затем ячейки. За ячейками следует красный слой. И, наконец, темный слой. Начнем работу с графическими слоями с рисования сетки ячеек в соответствующей подгруппе слоев. Результат должен получиться следующим. Построение такой сетки ячеек обусловлено во многом среднестатистическим положением головы и плеч на портретных снимках вертикальной ориентации. Теперь же добавим цветовой слой в группу красный слой. Проработаем маску так, чтобы достичь следующего визуального эффекта. Настроим блендинг и непрозрачность. Аналогично поступаем с темным слоем, с разницей лишь в том, что темный слой — это не однотонный цвет, а паттерн с мелкими точками, расположенными близко друг к другу. Следом настроим блендинг и непрозрачность. Далее, в подгруппе светлый слой добавим однотонный графический слой, который будет иметь такой же цвет, как и границы ячеек. Маскируем подгруппу светлый слой так, чтобы через нее было видно фигуру. Возможно, возникнет вопрос, почему же нельзя положить такой однородный цвет в подгруппу фон. Если посмотреть на результат, к которому мы стремимся, то видно, что области вписывания типа рамка, находящиеся близко к границам фигуры, должны обрезаться по ее контурам. Так как динамические маски применимы только к графическим слоям, они не помогут в обрезке рамочных областей вписывания по границам фигуры. Такую задачу можно решить размещением графического слоя необходимого цвета поверх областей вписывания. Для графического слоя будет применяться инвертированная динамическая маска. Через нее будет видно только те части рамочных областей вписывания, которые лежат внутри фигуры, по которой была построена динамическая маска. Еще раз обратим внимание на то, что это примерочная маска, и в конструкторе шаблонов мы просто-напросто ее отключим, когда будем настраивать динамические маски для данного слоя. Теперь добавим необходимую графику в подгруппу поп-арт. Установим блендинг и непрозрачность. Отлично. Можно обратиться в конструктор шаблонов и перечитать PSD-документ.
Перейдем в фильтры для области вписывания типа фигуры и добавим обесцвечивание и коррекцию. В фильтре «Коррекция» установим следующие значения. У одного из графических слоев будет присутствовать инвертированная маска. Она будет отображать только те части графических слоев и областей вписывания, которые находятся внутри контуров фигуры. В редакторе динамических масок светлого слоя поставим галочку напротив пункта «Игнорировать маску слоя, заданного в Photoshop». Выберем единственную область вписывания типа фигура для построения динамической маски и укажем, что ее необходимо инвертировать для того, чтобы сквозь графический слой можно было видеть саму фигуру. То, что находится вокруг нее, будет перекрываться данным графическим слоем. Теперь добавим в PSD-документ область вписывания типа рамка. В Photoshop переместим смарт-объект согласно с тем, как этого требует структура шаблона в PSD-документе. Перейдем в смарт-объект области вписывания типа рамка и зальем его изнутри контрастным цветом. Сохраним наши изменения. Создадим 3 дубликата смарт-объекта путем копирования. Теперь расположим их так, как этого требует наша задумка. Перейдем в конструктор шаблонов и перечитаем PSD-документ. Для добавленных рамочных областей вписывания укажем индексы 1, 2, 3 и 4, чтобы можно было обработать шаблоном несколько фотографий. Для рамочных областей вписывания установим фильтр обесцвечивания. Кстати, можно установить фильтр обесцвечивания для одной области вписывания и далее раскопировать его во все остальные. Тут как кому удобнее. Теперь обработаем несколько вертикальных юзер-фото, чтобы оценить результат. Итак, мы достигли преследуемой цели. Файл с архивом данного проекта вы можете скачать прямо под этим видео. Там же в отдельной папке будут исходники шаблона для того, чтобы можно было повторить процесс его создания. Мы желаем вам творческих успехов и спасибо за внимание.